Сотни, тысячи, что греха таить, миллионы женщин в погоне за наивысшим удовольствием ищут в себе эту самую пресловутую точку, всячески пытаясь стимулировать ее и понижая свою самооценку, когда этого самого удовольствия так и не получают. Как вы уже могли догадаться, сегодня в выпуске тема со знаком 16+. А поговорим мы с вами о точке G. Здравствуйте, мои хорошие! Многие тысячи лет человечество жило и размножалось в полное свое удовольствие и знать не знало ни о какой точке G. Впервые о ней заговорили в 50-х годах XX века, когда немецкий гинеколог Эрнст Грефенберг предположил, что небольшая часть передней стенки влагалища, расположенная на глубине от 2,5 до 7,6 см за лобковой костью, представляет из себя некую волшебную зону, механическая стимуляция которой доставляет прекрасному полу неземное наслаждение. Более того, особо рьяным приверженцам учения доктора Грефенберга впоследствии удалось обнаружить у женщин точки U, A и K, которые также способны принести умопомрачительные ощущения. Это и не мудрено, ведь проблема получения оргазма очень распространена среди женщин. Согласно статистике, от 18 до 34% представительниц прекрасного пола испытывают серьезные затруднения в получении оргазма. Меньше половины замужних женщин получают оргазм при каждом сексуальном акте, и лишь 15% способны испытывать оргазм многократно. А сколько было сломано копий в спорах между учеными умами, которые пытались найти истину, а точнее эту самую точку. И что же нам принес 21 век? Дал ли он ответ на вопрос, существует ли на самом деле точка G или нет? Сейчас мы с полной уверенностью можем заявить. В том понимании, как принято о ней говорить, точки G не существует. Нет такой точки во влагалище, при стимуляции которой девушка 100% получит оргазм, что подтверждают многочисленные научные исследования. Итальянскими исследователями Винченцо и Джулией Пуппо, чей труд «Анатомия секса. Пересмотр новых анатомических терминов, используемых сексологами для обозначения клитора и женского оргазма», был опубликован в журнале «Клиническая анатомия». В нем подчеркивается, что наличие точки G научно не доказано, а так называемый вагинальный оргазм является продуктом социального давления и не существует в природе, поскольку за оргазм у женщин, как и у мужчин, отвечает эрективный орган, то есть клитор. Ученые из медицинского центра в Мельбурне под руководством доктора Натана Хоуга обследовали 13 женщин от 32 до 97 лет. Выводы их работы однозначны. Точка G, как анатомическая конструкция, не существует. А все те сверхсладостные чувства, на крыльях которых женщины возносятся к вершинам эмпирии при стимуляции передней стенки влагалища, объясняются удачной близостью клитора. Обширное исследование на тему женской сексуальности было проведено учеными из Королевского колледжа Лондона. В нем приняли участие 1804 женщин-близнецов в возрасте от 23 до 84 лет, которым исследователи предложили ответить на вопросы, касающиеся скопления нервных окончаний на передней стенке влагалища. Исследователи обратили свое внимание на близнецов, полагая, что если одна из сестер сообщит о том, что ей удалось обнаружить точку G, то о подобном открытии сможет сообщить и ее сестра. Однако ответы близнецов не совпадали. Многие женщины могут нам возразить и сказать, что им удалось найти G-точку благодаря упорным тренировкам и особой диете. Однако не существует никаких реальных доказательств того, что она на самом деле существует. Это лишь субъективные ощущения, говорит профессор Тим Спектор, один из авторов исследования. Сканирование тазовой области нескольких десятков женщин, средний возраст которых составил 32 года, при помощи спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР,
позволило выявить связь между анатомией женских половых органов и оргазмом. 10 испытуемых, по собственным признаниям, практически никогда не испытывали оргазма. У остальных проблем с оргазмом во время секса не было. При сравнении этих двух групп эксперты установили, что у представительниц второй выборки расстояние между клитором и вагиной было в среднем на 5-6 мм короче, нежели у женщин из первой группы. У последних сами клиторы также были меньшего размера. Исходя из вышесказанного, напрашивается логический вывод. Точки G, в общем понимании этого слова, действительно не существует. Но есть так называемая зона G, а точнее зона К, клиторальная зона. Это область внутри влагалища по передней его стенке, которая максимально близко находится к клитору женщины, органу, напрямую отвечающему за женский оргазм. Анатомически влагалище женщины является частью родовых путей, поэтому почти лишено нервных окончаний, которые есть в малых половых губах и особенно в клиторе. Это вполне целесообразно. Излишняя чувствительность влагалища сделала бы роды невозможными без смерти женщины от болевого шока. Степень чувствительности внутри влагалища настолько невысока, что менее 14% женщин вообще способны почувствовать, что к стенкам влагалища прикасались. На этом принципе построено использование гигиенических тампонов. Женщины не чувствуют их внутри себя. Если говорить о клиторе в целом, то он представляет собой не только ту часть, которую можно стимулировать снаружи и которую мы привыкли так называть. Клитор – это целый орган, похожий своей формой на перевернутую букву «У», которая своими двумя нижними ножками обхватывает влагалище с двух сторон, а верхней ножкой выходит наружу. В том случае, если клитор девушки близко прилегает к влагалищу внутри, то стимуляция зоны G во влагалище вызовет приток крови к этому органу и будет способствовать достижению оргазма. Но если клитор находится далеко от влагалища, то стимуляция этой зоны не принесет никакого результата. Тут все зависит только от физиологического строения женщины. Согласно представлениям современной науки, размер и позиция клитора имеют большое значение для сексуальной функции женщин. Детальное исследование на эту тему опубликовано в журнале Journal of Sexual Medicine. Основной вопрос, который встал перед исследователями: обладают ли женщины, испытывающие оргазм, большими клиторами с рождения, или же анатомия их половых органов изменяется при получении оргазма. В своих исследованиях ученые сосредоточились исключительно на физиологических аспектах, хотя, по их мнению, помешать получению удовольствия во время секса могут и психологические факторы. Участницы исследования заполнили несколько опросников, в которых отвечали на многочисленные вопросы об их сексуальной жизни. Оказалось, например, что женщины с проблемами при получении оргазма предпочитают заниматься сексом в традиционной миссионерской позиции, тогда как испытуемые из беспроблемной группы любят позицию наездницы, которая обеспечивает лучший контакт мужских гениталий с клитором в процессе полового акта. Также усиленную стимуляцию женщина может получить в коленно-локтевой позе, потому что так происходит давление на зону G как внутри, так и снаружи. Подведем итог сегодняшней беседы. Точки G не существует, однако есть зона G, которая тесно связана с женским половым органом клитором. По большому счету, эта зона является всего лишь одной из эрогенных зон, которыми очень богато женское тело. И далеко не факт, что ее стимуляция придется по душе каждой. Любите друг друга, экспериментируйте в постели, и гарантированно каждая представительница прекрасного пола обретет то самое неземное удовольствие в руках любящего и внимательного партнера. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!